Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом американских булочек Cinnabon. Готовить я буду булочки с двумя начинками. Одни с сахаром и корицей, а вторые с яблочной шоколадной пастой с орехами. Рецепт этой пасты есть на моем канале. Теперь приготовим опару. В 200 мл теплого молока. Температура молока приблизительно 36-38 градусов. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Общий вес сахара 70 грамм. И это перемешиваю, чтобы сахар слегка растворился. Затем я сюда добавляю 20 грамм прессованных дрожжей. Вы можете взять сухие дрожжи. Тогда вам понадобится приблизительно 7 грамм дрожжей. И тоже все это хорошо перемешиваю, чтобы дрожжи растворились. Стакан накрываю крышкой и отправляю в теплое место на 10-20 минут, для того, чтобы дрожжи начали работать. Теперь приготовим тесто. Я в миску кладу 85 грамм сливочного масла комнатной температуры, жирность масла 82,5%. И при помощи миксера буду его взбивать до побеления и увеличения масла в объеме. Список всех необходимых ингредиентов укажу в описании под видео, а также в конце этого видео. Затем к маслу добавляю сахар и буду это все хорошо перемешивать. В идеале сахар в масле чувствоваться не должен, то есть его крупинки ощущаться в масле не должны, но при помощи ручного миксера добиться этого эффекта очень сложно. Поэтому нужно постараться максимально перемешать сахар с маслом до однородной консистенции. Чтобы у меня все равномерно вмешалось, при помощи лопатки снимаю масло со стенок миски и хорошо все перемешиваю. Теперь я к маслу добавляю щепотку соли и буду добавлять 2 яйца. Яйца буду добавлять по очереди. Сначала одно яйцо. Все хорошо перемешиваю до соединения всех ингредиентов. Затем добавляю второе яйцо и точно так же хорошо все перемешиваю. При помощи лопатки снимаю массу со стенок миски и все это хорошо перемешиваю. Миксер мне больше не понадобится, его можно убрать. В сдобу я добавляю подошедшую опару и перемешиваю все до однородности. Муку я буду добавлять частями. В этой миске у меня 400 грамм заранее просеянной пшеничной муки. Добавляю всю эту муку в миску и замешиваю тесто при помощи лопатки, так чтобы у меня не оставалось комочков в тесте. В этой миске у меня 200 грамм просеянной муки. Добавляю примерно половину и продолжаю замешивать тесто при помощи лопатки. Я муку вмешала в тесто
Теперь лопатку уберу. Добавляю еще немного муки. И дальше тесто буду месить руками. На замес теста может уйти 10-12 минут. Тесто должно получиться мягким, эластичным и совсем слегка липнуть к рукам. Через 5 минут немного добавляю муки и продолжаю замешивать тесто. Готовность теста можно также определить по тому, когда она начнет отставать от стенок миски. Я свое тесто месила приблизительно 10 минут. Муку я больше в него пока добавлять не буду. Она у меня мягкая, эластичная и слегка липнет к рукам. Миску смазываю небольшим количеством растительного масла. Кладу туда тесто. Накрываю миску пищевой пленкой. И поставлю тесто в теплое место на час-полтора, для того, чтобы оно поднялось. Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. Муки в тесто у меня ушло приблизительно 550 грамм. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Притрушиваю коврик мукой. Через час мое тесто хорошо поднялось. И выкладываю на коврик тесто. Сначала тесто нужно слегка обмять. Вот такое вот мягкое и эластичное тесто у меня получилось. И так как я планирую сделать 2 вида начинки, тесто делю приблизительно на 2 равные части. Одну часть обминаю и убираю назад под пленку. А со второй частью теста я буду работать. Эту часть теста также обминаю. Еще немного притрушу коврик мукой. И раскрываю тесто руками. Скалку я также притрушиваю мукой и буду раскатывать тесто в прямоугольный пласт. Толщина пласта должна приблизительно получиться от 5 мм до 1 см. Это по вашему вкусу. В среднем 5-7 мм. Тесто я раскатала. Теперь мне его необходимо смазать сливочным маслом. У меня здесь 40 грамм размягченного сливочного масла комнатной температуры. При помощи лопатки буду равномерно распределять его по пласту теста. Маслом тесто должно быть смазано достаточно обильно. Тесто смазала сливочным маслом. Теперь необходимо подготовить начинку. Эти булочки буду готовить с сахаром и корицей. Здесь у меня 80 грамм коричневого сахара и примерно 30 грамм корицы, то есть это 3 столовые ложки. Корицу добавляю к сахару и хорошо перемешиваю все до однородности. Если у вас нет коричневого сахара, можете использовать обычный белый. Начинку на тесто наношу при помощи ложки, немного отступая от краев, для того чтобы при сворачивании теста в рулет
мне начинка не мешала скреплять края рулета. Начинку необходимо хорошо распределить по поверхности теста. Начинка у меня ушла не вся, больше я добавлять не стала, так что точное количество сахара и корицы, которое понадобилось для начинки, я вам теперь не скажу. С длинного края прямоугольника начинаю скатывать тесто в плотный рулет. И скрепляю края теста. Делю рулет на равные части. Каждая часть – это булочка. Ширина моей части 4 сантиметра. Это будет высота булочки. Я сначала при помощи ножа сделала необходимые засечки на тесте. И этим же ножом делю рулет на части. У меня получилось 10 булочек. Переложила булочки на противень, застеленный антипригарной бумагой для выпечки. Укладывала булочки на расстоянии друг от друга, так, чтобы во время выпечки они не прилипли друг к другу. Со второй частью теста всю процедуру повторяю. Сначала я тесто слегка обминаю, раскрываю его руками и при помощи скалки раскатываю в прямоугольный пласт. Начинка у этих булочек будет другой, поэтому тесто я маслом не смазываю. Здесь у меня 150 грамм яблочно-шоколадной пасты с добавлением орехов. Для того, чтобы паста была более эластичной, ее легче было нанести на поверхность теста, я ее предварительно слегка нагрела на водяной бане. При помощи лопатки равномерно наношу пасту на поверхность теста, немного отступая от краев, для того, чтобы начинка мне не мешала слеплять края рулета. Ссылка на рецепт яблочной шоколадной пасты с орехами появится в верхней части экрана. Пасту необходимо равномерно распределить по всей поверхности теста. Теперь с длинной стороны прямоугольника я начинаю сворачивать тесто в плотный рулет. Хорошо защипляю края рулета и слегка раскатываю его, для того, чтобы во время выпечки края не раскрылись. Теперь мне необходимо рулет разделить на равные части. Ширина каждой части у меня также должна быть 4 сантиметра, чтобы высота всех булочек была одинаковой. На рулете также делаю засечки по 4 сантиметра и потом при помощи ножа делю рулет на части. У меня получилось 11 булочек. Эти булочки я также перекладываю на противень. Всего у меня получилось 21 булочка. Укладываю их на расстояние друг от друга. Накрываю булочки пищевой пленкой и оставлю их на столе подняться перед выпечкой приблизительно на 15-20 минут. Отправляю наши булочки в заранее разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10 минут. Затем температуру снижу до 180 градусов и буду выпекать их еще приблизительно 15 минут.
Выпекать булочки буду на среднем уровне без конвекции. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. А пока приготовим крем. У меня здесь 180 грамм сливочного сыра. Сыр холодный, прямо из холодильника. Жирность сыра 24,5%. К сыру я добавляю 60 грамм сахарной пудры. Количество сахарной пудры по вкусу. Так как сахарная пудра склонна к комкованию, ее просеиваю через сито. Чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, я немного при помощи лопатки перетираю ее с сыром. Добавляю еще сюда 10 грамм ванильного сахара и тоже перемешиваю. Сюда же добавляю 60 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Сливки прямо из холодильника. Все это сначала перемешиваю лопаткой. А затем на низких оборотах миксера мне нужно всю эту массу смешать до однородности, чтобы не было в креме крупинок. Долго взбивать не нужно, просто хорошо перемешать. При помощи лопатки я на всякий случай еще перетираю крем, чтобы не было крупинок и он был однородным. Крем готов, в холодильник его убирать не нужно, с ним можно работать сразу. Как только будут готовы булочки, мы сразу же нанесем на них крем. Готовность булочек вы можете проверить при помощи зубочистки или деревянной шпажки. Мои булочки готовы. При помощи лопатки наношу крем на горячие булочки. Распределяю крем равномерно, чтобы хватило на все булочки. Кремом не хватило впритык, больше не нужно, а меньше бы не хватило. Я полностью промазала булочки кремом и дам им немного постоять, чтобы они пропитались. Крем застыл, булочки почти остыли, можно считать, что они готовы. То есть у меня получилось 21 булочка. Они очень мягкие, воздушные и очень вкусные. Для того, чтобы приготовить эти булочки, мне понадобилось 200 мл теплого молока, 70 грамм сахара, 20 грамм прессованных дрожжей или 7 грамм сухих быстродействующих дрожжей, 85 грамм сливочного масла размягченного комнатной температуры, щепотка соли, 2 яйца, примерно 550 грамм просеянной пшеничной муки, можете взять 600 грамм на всякий случай, примерно 1 столовая ложка растительного масла для того, чтобы смазать миску. Для начинки 40 грамм сливочного масла для того, чтобы смазать тесто, 80 грамм коричневого сахара, можно заменить на обычный белый сахар, 3 столовые ложки корицы, это приблизительно 30 грамм, 150 грамм яблочно-шоколадной пасты с орехами. Для крема 180 грамм сливочного сыра, жирность моего сыра 24,5%, 60 грамм сахарной пудры, количество сахарной пудры по вкусу, 10 грамм ванильного сахара, можно заменить на ванилин по вкусу, и 60 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Вот такие мягкие, пышные, вкусные, воздушные американские булочки Cinnabon у меня получились.
Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Также в комментариях вы можете написать, видео каких рецептов вы хотели бы увидеть на канале. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!